Всем привет! В канун Нового года праздничная распаковка на моем канале World of Money Мир Банкнот, и с вами я, Артур. Такое получил письмо. Пакет я уже вскрыл. Остается достать то, что лежит внутри. А внутри у нас такая картонная упаковка с предупреждением. Очень ответственный продавец, в отличие от предыдущего, которому очень важно, чтобы отправленный им материал не только дошел без повреждений, но и был правильно вскрыт, чтобы не повредить то, что лежит внутри, за что ему большое уважение и почет. Аккуратно разрежем все крепления. Внутри дополнительная подстраховка. Ну а вот и сами банкноты в пластиковом холдере. Решил себя порадовать на Новый год и прикупил по очень хорошим ценам банкноты, которые не такие частые и стоят не очень дешево. Сейчас я надену перчатки и все по порядку вам покажу. Итак, первая банкнота. Армения, 100 драм, 1993 год. С виду обычные армянские 100 драм, но если углубиться в разновидности, то далеко не совсем обычная. По крайней мере, я долго такую искал и никак не мог найти. А в одном из моих недавних обзоров я показывал вам такие же 100 драм, которые, как обещал мне продавец, должны были быть именно такими, но на самом деле оказались совсем другими. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда находит. А если еще лучше ищет, то находит по очень хорошей цене. Так вот, в том обзоре я показывал вам, какие бывают разновидности у этого номинала. Давайте еще раз вспомним и повторим. Итак, три разновидности. Первая — серия ДА, водяной знак контур герба. Вторая — серия ДБ, водяной знак многотоновый или объемный герб. И третья — серия ДБ, серая бумага и водяной знак контур герба. Первая и третья разновидность у меня есть. Отсутствовала в коллекции вторая разновидность. И вот теперь, наконец-то, я ее нашел и купил. Перед покупкой я попросил продавца сделать фото водяного знака, и только после того, как я удостоверился, что это именно тот водяной знак, который мне нужен, я ее купил. И вот она перед вами, друзья. Армения, 100 драм, 1993 года. Первый выпуск 22 ноября 1993 года Банка Республики Армении после распада СССР и обретения независимости. Вторая разновидность — серия ДБ с многотоновым или объемным водяным знаком. Лицевая сторона. Храм Звартноц, храм бдящих ангелов, построен в 640-650-х годах, и изображение горы Арарат. Хочу для сравнения я вам показать другие разновидности, друзья. Вот это первая разновидность, серия ДА, водяной знак контур герба. А вот третья разновидность, серия ДБ, серая бумага и такой же водяной знак контур герба. А вот то, что я сегодня получил. Вторая разновидность. Как видите, водяной знак здесь отличается, он не объемный. По поводу третьей разновидности, это серая бумага и водяной знак контур герба, хочу сказать, что цвет бумаги очень мало отличается от тех остальных. Практически на вид такая же белая бумага, как и остальные. Но если внимательно присмотреться, отличия по цвету бумаги все же имеются. Вот она, видите, отличается. Но не знаю, передаст ли камера вам это различие.
Состояние банкноты пресс. Оборотная сторона. Здание Армянского академического театра оперы и балета в Ереване. Размер банкноты 135 на 65 мм. Банкнота отпечатана в типографии Gesgey Devrient, Мюнхен, Германия. В каталоге Пика Краузе банкнота имеет номер 36Б. Посмотрим банкноту под воздействием ультрафиолетового света. Средняя цена банкноты 1000 рублей. Настало время положить банкноту в альбом. Вот так вот будет. Ну вот она, моя коллекция армянских банкнот. Банкнот Армении. Идем дальше. И следующую банкноту, которую я хочу представить вашему вниманию, это Таджикистан, 5000 рублей 1994 года. Первый выпуск Национального банка Республики Таджикистан 1994 года. Первоначально было выпущено 9 банкнот номиналом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 рублей. Оформление банкнот во многом сходно с оформлением советских рублей образца 1961-91 годов по цветовой схеме, по виду надписей и размещению деталей. На лицевой стороне банкнот изображение номинала, название банка-эмитента, герб Таджикистана и год выпуска. На оборотной изображение здания парламента Таджикистана с развивающимся флагом и номинал. Таджикские рубли печатались и разрабатывались при участии российского госзнака. Незадолго до введения новой валюты в Таджикистане планировали введение крупных номиналов 5000 и 10 тысяч рублей. Эти номиналы были напечатаны, но так и не поступили в обращение. Какое количество их было изготовлено, а затем уничтожено, неизвестно. Однако часть этих банкнот все же просочилась из Центробанка Таджикистана, и сегодня их можно приобрести на торговых площадках под ценам от 2000 рублей. И вот одна из этих банкнот лежит у меня на столе. Лицевая сторона, номинал и герб Таджикистана. Состояние банкноты пресс. Водяной знак, пятиконечные звезды в кругах по всему полю банкноты. Оборотная сторона, здание парламента Республики Таджикистан, развивающийся флаг и номинал. Размер банкноты 142 на 70 мм. Банкнота отпечатана в госзнаке. В каталоге Пика Крауза банкнота имеет номер 9А, разновидностей нет. По информации из других каталогов, а также в реестре банкнот стран СНГ Загоренко и в каталоге бумажных денег стран бывшего СССР Пахмутова, указывается серия АА, а у Пахмутова имеются две разновидности – синяя бумага и белая бумага. Моя банкнота имеет серию АБ, которая нигде не описана, а по цвету предполагаю, что бумага все же синяя. На 100% утверждать не буду, так как нет у меня второй для сравнения. Посмотрим банкноту под воздействием ультрафиолетового света. Вот так она выглядит. Цена банкноты 2-3 тысячи рублей. Давайте и эту банкноту положим в альбом. Как видите, есть еще пробелы, но заполнить их не представляет большой проблемы, так как все они недорогие, за исключением номинала 10 тысяч рублей. В планах на следующий год закрыть всю эту серию полностью. И последняя банкнота моего сегодняшнего пополнения.
Узбекистан, 200 сум, 1992 года. Выпуск временных денежных знаков сумм купонов 1992 года. 12 номиналов было выпущено. 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 и 10 тысяч сумм. Введены в обращение 15 ноября 1993 года, выведены 1 августа 1994 года. На лицевой стороне всех купюр изображение герба Республики Таджикистан, на оборотной Медресе Шердор с площади Регистан. Самыми дорогими из этой серии являются банкноты 50 и 200 сум. На данный момент в моей коллекции представлены практически все номиналы из этого выпуска, кроме номинала 200 сум. И вот этим пополнением я закрываю эту серию. Есть, конечно, разновидности, но по разновидностям, наверное, я не буду углубляться, по крайней мере, пока. Позже я покажу вам их всех. А сейчас рассмотрим банкноту поближе. Состояние пресс, лицевая сторона герб Республики Узбекистан и номинал. Водяной знак, цвет хлопка. Оборотная сторона. Медресе Шердор с площади Регистан. Размер банкноты 145 на 70 мм. Банкнота отпечатана в типографии Harrison & Sons, Лондон, Великобритания. В каталоге Пика Крауза банкнота имеет номер 68А, без разновидностей. По каталогу Пахмутова имеются две разновидности с высотой цифр серийного номера 3,4 мм, размещенного на 13 линиях, и с высотой 3,7 мм, размещенного на 14 линиях. Под линиями имеется в виду нижнее текстурное синее поле с линиями, и серийный номер расположен на таких 13 или 14 линиях. Серийный номер на моей банкноте расположен, я посчитал, на 14 линиях, а следовательно имеет высоту 3,7 мм, и это по каталогу Пахмутова более дорогой вариант, чем первый. Посмотрим банкноту под воздействием ультрафиолетового света. Вот так выглядит эта банкнота. По стоимости цена на российских торговых площадках колеблется от 1700 до 2700 рублей. А теперь настало время разместить и эту банкноту в альбом. Вот что представлено в моей коллекции на сегодня. Вот, как видите, я уже подготовил место для нее. Осталось только вырезать ячейку и разместить ее там. Я решил таким образом оформить коллекцию банкнот Узбекистана. Очень мне понравилось, как оформляет свою коллекцию Александр, автор канала «Сашина коллекция». И мне захотелось попробовать такой вариант оформления. А как вам, друзья, стоит ли продолжать оформлять коллекцию таким образом? Мне понравилось. По-моему, красиво и информативно. Но это очень затратно по времени, которого всегда не хватает. Друзья, у меня накопилось очень много отснятого материала, много разных распаковок, которые ждут своей очереди быть выложенным на мой канал. Но за недостатком времени нет возможности их выкладывать вовремя и часто. Поэтому не удивляйтесь, если в моих следующих выпусках увидите вдруг конверты со старыми датами или распаковки банкнот, которые уже представлены в моих альбомах в этом выпуске. Очень надеюсь, что в новом 2024 году времени будет побольше, и я смогу чаще выкладывать видео на моем канале, а также нагнать отснятый в прошлом материал. Такое, друзья, было у меня сегодня пополнение. На этом этот праздничный выпуск, последний в уходящем 2023 году, подошел к концу. Очень надеюсь получить от вас побольше лайков, комментариев и подписок на мой канал, тех, кто еще не подписан на него. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых выпусков. Дорогие друзья и зрители моего канала, поздравляю всех с наступающим 2024 годом и от души желаю всем здоровья, счастья, радости, добра, мира, любви, финансового благополучия, достижения всех поставленных целей, исполнения всех желаний и успехов во всем.
Ну и, конечно же, успешных пополнений. С Новым годом! Увидимся в 2024.